Ну что, друзья, всем привет! Очередное видео на канале. В сегодняшнем видео будет обзор на лодку Адмирал 320 НДНД. Почему хочу сделать этот обзор? Для того, чтобы, кто хочет приобрести себе данную лодку, посмотрел, и как бы уже принял решение, стоит ему приобретать данную лодку или нет. Но, друзья, поскольку сегодня будет не просто обзор на эту лодку, а еще мы будем устранять на этой лодке косяк. А какой косяк? Смотрите далее. Так что поехали. В общем так, друзья. Вот в этой лодке и есть косяк. Вот в этой дощечке, которая крепится сзади на транец. Скажете, что тут может быть такого в ней? А вот, друзья, получается, столкнулся я с такой проблемой. Позже покажу родную дощечку. Получается, владею, друзья, я мотором Mercury, пятерка двухтактный, тот же Tohatsu. И получается, идут у меня прохваты воздуха. Как бы высота, друзья, высоты транса все хорошо здесь, 420. Расстояние от антикавитационной плиты мотора, получается, антикавитационная плита, точнее, мотора ниже днища. У меня, получается, идет, я смотрел, 20 миллиметров. Вот, на первом положении, друзья, я уже пробовал. Кто-то скажет, может, надо поменять, поиграться наклоном мотора. Вот, видите, трет интерцептор. На втором, получается, положении я еду, но надо максимально, друзья, сидеть вот здесь. Вот, но все равно, когда разгоняется лодка, бывает, идут прохваты. Чуть садишься дальше, вообще жесть. Но на третьем положении, получается, вообще конкретные прохваты. Посмотрел в интернете, почитал. Да, друзья, много у кого даже на 3,5 Tohatsu есть такие проблемы. А это из-за того, что вот угол вклейки, сейчас покажу, вот этого транса. Но он, видно, да, завален, но мало. Надо немножко больше заваливать. И, допустим, на Ямахах, пятерках, вообще проблемы нет. Поставили, поехали. А вот, получается, на Mercury, Tohatsu, вот встречается такая проблема, поскольку струбцина сама в моторе. Струбцина как бы сделана, угол откидки может немножко другой. Сейчас я наброшу мотор быстренько и наглядно покажу вам, в чем была проблема, чтобы было понятно. И да, друзья, перед тем, как я поставлю мотор, вот была такая дощечка, она 10 миллиметров ровная. Здесь, друзья, вот эта дощечка сейчас у меня сделана, здесь сверху 16 миллиметров, низ у меня 10. Почему такие размеры? Был у меня, друзья, шаблон сделан, я вам покажу позже. Было сделано 16 здесь, а снизу 5 миллиметров. Но когда я установил мотор, да, зазор был между интерцептором. Но когда лодка начинает движение, все-таки транец, подгинается немножко, нога мотора, и цепляла. Поэтому было принято решение сделать 10, не знаю. Может быть 10, поскольку, как и на этой дощечке, будут тоже прохваты. Вот. Сейчас наброшу мотор и покажу, как вообще было. И покажу вам наглядней. Так что смотрим дальше. Вот, друзья, установил наш мотор. Вот. В гараже немножко темновато еще. Я видео уже начинаю снимать с утра, поскольку будут испытания. Вот, друзья, можете видеть. Сейчас я покажу. Вот. Здесь расстояние от ноги, получается, мотора, до интерцептора. Вот сейчас здесь, получается, 10 миллиметров. Стоит у меня, друзья, вот, на втором отверстии мотор. Получается, втором отверстии с вот этой, друзья, сейчас покажу поближе, с родной накладкой у меня было 20 миллиметров. Зазор получается. Кажется немного, но, друзья, у меня шли офигенные брызги. Я уже и на форумах читал, и в группу писал водомоторников. Мне разную информацию, получается, говорили ребята. Кто-то сказал подыми. Подлаживал сюда. Подлаживал сантиметр и 0,5 подлаживал дощечки. Еще хуже становится. Кто-то сказал резать. Звонил, узнавал, что
ну, где делают лодки, может быть, подрезать, углубить, говорит, ни в коем случае не делай. И там наткнулся на видео, тоже нашел, и на форуме старом, что вот нужно клиновидную вот такую накладку делать. Получается, верх у нас больше, низ меньше, соответственно, мотор у нас, ну, заваливается. Вот. Ну, а какие брызги были, давайте вставочку вставлю, у меня на телефоне было, чтобы было понятно. Вот, можете видеть вот сейчас, какой идет фонтан вверх. Кажется, ну, кто скажет, ерунда, может быть, ездил, ну, фонтан фигня, но все равно ж идут прохваты. Вот, и получается, смотрите, друзья, вот, получается вот так. У меня сейчас мотор как бы стоит ровно. А на родной, получается, ну, вот этой накладке, которая была, мотор был вот так, чуть-чуть вверх завален. Нога. Ну, соответственно, были прохваты. Может быть, если бы потяжелее был, говорят, ну, притапливал бы. Ну, не знаю, не могу я так ездить. На первое положение сейчас, друзья, если я поставлю, у меня будет тереть, ну, это понятно. Ну, и на родной меня тоже терло. Ну, на третье, я думаю, тоже проведем испытание. Но я думаю, тоже такая ерунда будет, как и на этой. Вот. Но если, друзья, не поможет, вот эта мне накладка, вот так, попробую еще перевернуть ее. И получается у меня будет низ, получается 16 миллиметров, но там получается уже нужно будет ставить только на первое положение, потому что расстояние между вторым отверстием и первым где-то 2 сантиметра. Вот. И представьте, такая будет здоровая, получается, здоровое расстояние, потому что я читал, кому-то вот так помогает накладка. Ну, клиновидно это, вот так установка ее, широкая вверху, узкая внизу, кто-то наоборот. Вот, но вот эта проблема с Mercury, хотя, где я смотрел, друзья, видео, там была Yamaha 9.9, там тоже была такая проблема. Вот, ну давайте, в принципе, сейчас покажу наглядно, как у меня было, чтобы было понятно вам. Ну вот, друзья, сейчас я, получается, поставил на третье положение. Ну вот где-то вот так у меня был. Ну, вы даже можете сейчас видеть, вот было ровно у меня, вот сейчас приподнялось. Вот так, друзья, было вот на этой дощечке. И вот за счет того, что мы завалили мотор, мы заглубили, соответственно, и заглубляем наш мотор, чтобы не было как бы вот этих брызг. Не знаю, почему они идут. Ну, если у кого-то такая проблема есть с этими лодками, в комментариях, друзья, пишем. Вот. Так что вот такая проблема, друзья. Сейчас буду докачивать лодку, грузить на машину, отправляться на водоем. И уже на водоеме будем, ну, сделаю обзор, расскажу немножко про лодочку. Расскажу уже, и сами посмотрите, будут ли брызги вообще от мотора, стоит ли делать. Ну, надеюсь, что у меня все будет нормально. Размер накладки получается 30 на 16,5. Также там же, ну, сделал также накладку, приложил, просверлил и все, установил на транец, чтобы не сверлить дополнительно отверстия. В общем так, друзья, где-то я уже провел здесь часа полтора, провел множество экспериментов. В гараже вы видели, ну, доску, вот эту дощечку, она стояла у меня вверх толще, низ, ну, точнее, вверх 16 миллиметров, низ 10. Вот. Пробовал ворочать, но самый оптимальный вариант, друзья, это вот 16 на 10 дело, да. На первом положении, ну, задеет нога мотора интерцептор, на втором все хорошо, брызг нету, сейчас я поставлю и на воде проведем замер скорости, тесты. Пробовал так ставить, на первом положении вот так, здесь получается 16 миллиметров. Получается 16 миллиметров. На втором, получается, отверстии прохваты идут воздуха тоже, а на первом задеет нога интерцептора. Вот. А если вот 16 на 10 делать, нога мотора не задеет на втором отверстии, но там зазор минимальный, поэтому, ну, не знаю, покатаюсь, посмотрю, может быть, там кто мне дощечку эту делал, созвонюсь к весне, закажу 16, ну, на 12, чтобы хотя бы миллиметров 4 зазор был. Хотя, может, и оставлю так, потому что вот даже 10 миллиметров дощечка есть снизу, как бы должно хватать. Ну, на скорости мотор загибает,
транис наш, и практически там зазора не остается. Вот. 15, можно попробовать сделать 15 будет, да, но 15 я боюсь, что прохваты воздуха будут. Единственный сейчас вариант, вот попробую на этой дощечке, вам покажу, и потом под мотор, под ногу, точнее не под ногу, под крепление подложу какие-нибудь брусочки, чтобы 15 миллиметров сделать, посмотрю, будет прохват или нет, чтобы заказывать мне дощечку или нет. Вот, друзья, получается штатные вот отверстия, все ставлю. Задурил, конечно, я вам голову, наверное, может быть, кто-то и не понимает, что зачем, но у кого адмиралы такие, если прохваты воздуха идут, делайте обязательно вот такую накладку в виде клина. Может быть, размеры у всех разные будут, потому что производитель, может быть, вот так по-разному вклеивает ранец, абы как. Не знаю. Вот у меня сейчас пока, получилось 16 вверх на 10. Может быть, переделаю там на 12, на 15, не знаю, посмотрим. Главное, что я причину нашел. Вот это, друзья, самый косяк большой лодки Адмирал. Крепление на грудь забыл, валялось на голову, как носорог. Так что вот так. Давайте попробуем. Я, получается, друзья, вот здесь вот крепление есть, и вот здесь снизу. Я вот сейчас покажу, как 10 миллиметров у меня снизу дощечка. Если что, вот сюда подложу палочки, чтобы отдалилось. На 15 сделаю или на 12, чтобы, может быть, потом заказать другую дощечку, чтобы, хотя, еще раз повторюсь, у меня зазор есть. Там миллиметра, может быть, каких 2-3, чтобы побольше сделать, хотя бы миллиметров 5. Но опять же, можно вот этими миллиметрами опять получить фонтан. Поэтому тут нужно играться. Очень, друзья, процедура тяжелая. Много времени отдал, сил, где-то сделает, обещали в Минске сделать, там на станках рекламы. Нашел в Витебске. Вот. Так что, если кому такая нужна, дощечка будет, без разрешения я номер не могу оставить в описании. Вы мне позвоните, я потом, если нужно, созвонюсь с этим человеком. И если он добро даст, я тогда номер оставлю. С головы неудобно снимать этим креплением. Может, картинка будет не очень, но нам же главное проблему найти, да, друзья? Поближе, чтобы было слышно. Вот. Вот смотрите, друзья, третье положение. Это вот третье положение, считайте, как на родной накладке. Угол мотора сейчас. Хотя он был у меня на родной накладке на втором. Но я покажу, как было. Вот, друзья, вы можете видеть, да, идет фонтан. Как на родной накладке. И в начале видео я вам показывал. Вот так. Получается, были прохваты. Сейчас, получается, я делаю на второе положение. Угол у нас 16 сверху миллиметров на 10. И покажу, как.
Ну вот, друзья, вы сами видели, брызг нету. Получается, нога наша интерцептор не задеет, но там, говорю, зазор минимально. Я не могу вам показать на берегу. На берегу, понятно, он будет 10 миллиметров, но тут миллиметра 2-3. Ну вот попробую на берегу потом подложить эти палочки, брусочки, посмотреть. Ну и скажу вам, стоит это делать или нет. Ну а сейчас хочу замеры скорости, друзья, показать. Давайте включим вот спидометр наш, приложение. Так, рекламы всякие тут. Сейчас, друзья, я запущусь, посмотрю, что все работало, и тогда сделаем включение. Ну вот, друзья, получается, лодка пустая, я где-то 75 килограмм, ну, лодка без одной доски, ну, а так бак, мотор здесь, ну, смотрите, скорость против течения. На глиссер вышло быстро. Это, друзья, у меня на полный газ, обороты 5700, но это уже перекрут. Сейчас будем делать обороты 5500, ну как максимально допустимо для этого мотора. Ну вот, друзья, обороты 5500 ровно, скорость 22 километра против течения. Ну я думаю, загруженный где-то 20 будет. Ну, уровень длины порядочный, поэтому вот такая скорость. Ну а сейчас, друзья, давайте попробуем скорость по течению. Все то же самое. Поехали. Газ на полный, друзья, 28 километров в час. Сейчас попробуем, друзья, выйти на обороты. Обороты тоже 5750. Сейчас попробуем выйти на рабочие обороты на 5500. И покажу, какая скорость. Ну вот, друзья, обороты 5500, скорость 27 километров. Я не загруженный. Ну вот, друзья, вы видели, скорость 27, даже была там на полный газ 28, даже 29, ну, ветерок, но получается, не надейтесь, что у вас такая скорость будет, поскольку в моторе есть, кто знает, не знает, перекрут, недокрут, и недокрут тоже плохо, и перекрут тем более. Ну вот, получается, смотрите, если на полном газу ездить, да, на полном газу, то где-то 5750 оборотов, ну и скорость там 28-29. А если вот на ручке есть стрелочка, где-то вот заяц, за зайца, получается где-то 27, и обороты идут 5500, вот. Как бы мотор нельзя сильно душить, и не нужно, чтобы ресурс был, вот. Так что, друзья, вот такие замеры скорости. Сейчас я еще попробую выйти на берег, поэкспериментировать с дощечкой с этой, подложить, может быть, там подложить под низ, может быть, чтобы, ну, зазор был побольше снизу, как я и говорил, там, чтобы, если переделать доску, ну, и вам будет полезно, чтобы, может быть, у кого-то тоже такая проблема, чтобы вы не мучились и сразу взяли вот эти мои размеры. Ну, в общем, итоге подведем на берегу и потом сделаем обзор. Поехали. Ну что, друзья, увидели вы замеры скорости, как вот пошла лодочка, сами все увидели. Я думаю, там видно реально, ну, проблема была в этой накладке, да. Видео вот
не получилось у меня снять за один день, снимаю вот это видео. Ну, продолжение второго дня. Помыл лодку, вот. Погода вообще жесть, пошел мокрый снег. Ну вот, помыл лодку. Видео тоже будет, как вот на зиму можно помыть лодку. Там использовал разные средства. Так что видео тоже будет на канале. Ну, чтобы не пропустить, подписывайтесь, нажимайте колокольчик для уведомлений, чтобы приходили. Ну, а сейчас, наверное, сделаю небольшой обзор на лодку, поскольку, ну, я думаю, будет видео полезно, поскольку, как бы, ну, кто-то скажет, зима, зачем нам обзор, но зимой скидки, я думаю, производитель будет делать на лодке. Ну, и чтобы, если вы хотели себе приобрести Адмирала, посмотрели, ну, и стоит ли вам вообще покупать лодку Адмирал. Ну, а мы приступим к обзору, друзья, наверное. Поскольку у меня лодка сейчас тут, я помыл, сушится, она лежит сверху. Вот, начнем с баллонов, друзья. Баллоны в данной лодке 40 диаметра. Плотность ПВХ 850 грамм на метр. Днище 1100. Дополнительно, друзья, вот усилил вот такими лентами 60 миллиметров. Потому что вот это наша часть, мы причаливаем всегда к носу, ну, дополнительно. С завода только вот шла вот одна такая лента. И сзади, друзья, тоже усилил, потому что есть производители, там лодок вот хантеры делают, молодцы. Вот такие сразу с завода идут. Ну, вот я тоже решил сделать назад, ну, поскольку мы вытаскиваем уже потом на берег нашу лодку, чтоб не коцалось. И вот на баллоны вот такие широкие сделал, концевики, чтобы было. Ну, с завода, получается, их нету. Так что 850 на 1100. Вот такая лодочка. Обводы сделаны хорошо в лодке. Вода не заливает, на волне устойчиво. Здесь сделано вот кольцо вот такое. Ну, я им не пользуюсь, как бы, не знаю, нужно оно, не нужно. Сделан вот брызгоотбойник. Вот такой. Он же служит, также можно крепить носовой тент. У Адмиралов что хорошо, когда лодку переверну, покажу вам, что там еще есть под носовой тент. Вот, такая лодочка, швы все проклеены качественно, нигде никакого клея особо не видно, чтобы там подтеки какие-то, отслоения. В этом плане под днищу, друзья, проблем нету. Вот, так что вот это обзор лодки Адмирал 320. Днище. Сейчас, друзья, протру и перевернем, покажу вообще, что внутри находится в лодке. Ну все, друзья, перевернул лодочку, получается, ну еще мокрая, но ничего страшного. Давайте пройдемся по верху. Получается, сверху у нас установлен вот такой, друзья, трос. Можно крепить что-нибудь, ну, обычные, стандартные, уключенные. Здесь крепление под весло. Здесь тоже установлен вот такой трос. Это, друзья, идут пятаки, кто-то знал, кто-то нет, под носовой тент. То есть уже покупая тент просто носовой, устанавливаем дуги за вот этот привальный брус, брызгоотбойник. Крепятся крючки дополнительно. Ну и все, у нас уже идет носовой тент. Спереди вот сделана вот такая ручка. Здесь вот это уже под якорь. Рым, утка и ролик устанавливал я сам. Ничего сложного, только нужен клей. И клей, фен, материал, ну и главное желание. Вот это самое главное. Ну, с этой стороны все аналогично. Крепление под наши банки. Установлена ручка. Здесь сделал дополнительно такую, ну, шлейку держаться. Поскольку если садишься уже сюда, друзья, я, может быть, легкий, ну, приподнимается вообще как бы зад немножко в лодке. И там идут прохваты воздуха, но это я так думал. Но прохваты шли, друзья, воздуха вот из-за этой накладки. Ну, что я вам показывал. Показывать там еще смысла нету. Вот из-за этой накладки. Ну, поэтому где-то сижу, получается, здесь. Но все равно далековато тянуться. Конечно, мог бы производитель наклеить бы ее сюда. Неудобно сидеть. Ну, эмблема Адмирал здесь наклеена. Сзади, друзья, на баллонах ручки тоже вот сделаны для переноски косынки. Ну, для, получается, чтобы брызги не забрасывало в лодку. Вот.
Ну, номер, получается, установлен. Также сливной клапан установлен, друзья. Кстати, у меня очень мало было силикона, и я, когда мыл лодку, летом там один раз пришлось помыть ее, заметил, что мало силикона был. Выкрутил эти болты и офигел. Там просто просверлено было под коронку, и все. И голые фанера внутри. Но перед установкой обработал антисептиком, там, пенотексом. Ну и на силикон уже так хорошо, не жалея, силикона бахнул. Вставил, ну и теперь все нормально. Вот. Ну, здесь накладка также такая пластиковая стоит под пятаки мотора, чтобы не продавливала нашу фанеру. Идет, получается, друзья, 3 клапана. Вот один клапан в носу, на, получается, днище лодки. И, ну, вот здесь со второй стороны. Волну держит, друзья, лодка прекрасно, не страшно. Единственное, конечно, производители за эти деньги, сколько сейчас эти адмиралы стоят, ну, везде по-разному. Цену озвучивать не буду, кому интересно, посмотрите. Ну, и где приобретал, я оставлю ссылку. Вот, мог бы поставить 42-е баллоны. Не сказать, что 40-х баллонов мало, но, может быть, 42-е чуть-чуть получше были. Все-таки на скорости, когда идешь, оно не то, что там забрасывает брызгами, но такая... Ну, такая лодка мокрая немножко вот так в носу становится. А так, какого-то, не знаю, какого-то дискомфорта я не испытываю. Высота между сиденьями и банками, я думаю, будет интересно. Сейчас я замерю и покажу вам. Ну вот, друзья, установил нашу банку. Получается 32 сантиметра. Идет расстояние от дна до нашей сиденья. Ну, если еще накладку положить, где-то 34-35 будет. Удобно, спина, ноги не устают, все комфортно. Банки, друзья, можно уже устанавливать, получается, когда лодка у нас накачана. Кто-то говорит, там надо немножко подкачал ставить. Все нормально. Единственное, здесь тоже есть косячок. Вот крепление для вот этого сидений, да. Смотрите, здесь вот, ну, грубо говоря, 2 пальца, да. А здесь у меня 4 влазит. Также и там получается, друзья, такая ерунда. И из-за этого здесь хорошо залазит, а там расстояние спереди большое, и уже банка не зайдет. Ну, могли немножко аккуратнее что-то клеить. Вот. Также по веслам. Тут тоже вот, ну вот, грубо говоря, 4 пальца расстояние. Здесь только 3 залазит. Тоже как бы, ну это мелочи, но все равно, как бы, мы же производителю платим полную стоимость за лодку, и производитель нам обещает там классную безопасную лодку. Да, вопросов нет, на воде там это, да, но если вы... уже берете сделать, то делайте до конца. Вот, друзья, вот так еще раз обойду, покажу. Ну, освещения маловато в гараже, но не могу на улице, потому что снег. Вот. Ну и, конечно, вот самый косяк еще, друзья, вот этой накладки. Нужно делать под клин. Я думал... Получается, думаю, может быть, еще в каких-то лодках тоже производитель транец этот вклеивает. Но не сказать, что, друзья, он тут прямо вклеен. Есть тут откидка, как бы, да, но очень маленькая. Потому что я смотрел на других лодках. Вот, если взять, вот, тут откидка маленькая. На других лодках транец, ну, больше откинут. И вот за счет того, что транец больше откинут, и... нету прохватов этих, и можно хорошо отрегулировать мотор. Кто-то скажет, так ты же поиграйся с отверстиями на моторе. Все, я пробовал, друзья. И сами увидели, что вот косяк в этой, получается, накладке. Давайте еще, наверное, сейчас померим ширину лодки. Я думаю, будет интересно. Ширину лодку кокпита нашего. Вот. Ширина, друзья, 64.
А длина будет у нас, сейчас скажу, 64 на 230. Даже 232, друзья. Длина кокпита 232 на, еще раз перемерим, на 64. Ну а сама лодка в длину, точнее в ширину, в длину она 320, это понятно. Ну а в ширину идет 130, где-то 130, 135. Ну смотря еще как мерить там. Вот, ну, в принципе, друзья, наверное, по лодке больше сказать нечего. Вот только что немножко фурнитура кривовато тут, да, приклеена, это раз. Вот этот, ну, косячок, получается, косячок по трансу идет, что, конечно, производитель бы мог... Я думаю, если они смотрят, может быть, напишите. Ну, вообще, я хочу написать вообще. Отправить видео, чтобы, может быть, себе на вооружение взяли. И нормально стали делать, поскольку, ну, это хорошо, я вот так начал копаться, сделал. А кто-то бы вот расстроился и продал лодку бы, да. Вот. Ну, вот таких, как бы я 2 косяка по лодке нашел. Ну и что бы хотелось от производителя, чтобы он не жадничал, поскольку есть те же самые Хантеры, Ривьеры. С завода устанавливают рым-ролик. Конечно, можно в 320-ю поставить. В 330-х вроде есть. Конечно, могли бы поставить. Стоит это недорого. И как бы... Ну, вы даже пускай цену, может быть, чуть-чуть добавьте лодку, ну, чтобы было, чтобы не пришлось самому выпендриваться. Штука удобная. Вот. И 42-е баллоны бы сюда поставить. Было бы вообще красота. Хотя, ну, это уже мои такие придирки. Так что, друзья, в принципе, сказать по лодке больше нечего. Лодкой я доволен. Да, ну, только что вот неприятные вот такие есть косячки. Вот. Ну, самый большой косяк — это накладка, это на транец. Ну, а так, все, добился, как бы, переделаю. Ну, и с весной буду рыбачить без брызг, вот без этих. Так что, если кто-то что-то не понял, там, пишите, номер телефона я свой вам оставлю тогда. Поскольку вот в группу водомоторники я сбрасывал данную проблему по лодке. Мне даже вот уже один человек позвонил, у него не Адмирал, не помню какая там лодка, и 15-й мотор. Вот, говорит, тоже такие брызги вот будет пробовать. Так что, может быть, не только у Адмирала сейчас проблемы. Просто сейчас век такой, блин, одноразовых вещей делается все, а стоит, конечно, космос. Вот так. Так что, друзья, вот такое видео получилось. Не знаю, понравилось вам или нет, но я, ну, как снял, так снял. Вот. Потому что о этой проблеме я, ну, не буду молчать и не хотел молчать. Я буду, как бы, подсказывать, если надо, там, рассказывать вот о этой проблеме. Поскольку, ну, отдать такие деньги и получить такой, ну, извините меня за выражение, геморрой, да, я думаю, ну, никто не хочет получить себе так, купив новую лодку и еще что-то с ней выпендриваться. Так что вот я и заснял это видео. Так что, друзья, если какие вопросы, еще раз повторюсь, пишите в комментариях, отвечу. Вот. Ну, на этом наш обзор заканчиваю. Надеюсь, друзья, было интересно. Ну, а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.